Всем привет, друзья! С вами канал Power Device, и в этом ролике я хочу поговорить с вами о том, как на ваших смартфонах Realme, OnePlus и Oppo сделать максимально возможную герцовку во всех играх, приложениях и так далее. Это, друзья, будет новый способ, и делается он реально в один клик. Сейчас все покажу. Я все это протестировал на нескольких смартфонах Realme, на субфлагмане, а также на бюджетнике Realme 10. Также это работает на смартфонах OnePlus и Oppo. Первым делом давайте включим постоянное отображение герцовки на нашем экране. Вы можете проделывать все эти действия вместе со мной. Зайдем в настройки, об устройстве, версия. Если у вас не включен режим разработчика, то активируем его. По версии сборки клацаем много раз, пока вы не станете разработчиком. Потом идем назад. Заходим в дополнительные настройки для разработчиков. Двигаемся немного вниз. Находим пункт «Частота обновления». Активируем его. Здесь появляется отображение нашей герцовки в реальном времени. Дальше шагаем назад, нам нужны следующие настройки. Пройдем в экран и яркость. В самом низу пункт «Частота обновления экрана». Зайдите в нее и убедитесь, что у вас стоит самая высокая. Стандартная частота 60 Гц, высокая 120. Такую частоту поддерживает мой смартфон Realme GT Neo 3T. Ну а если на более бюджетной модели Realme зайти в эти же настройки, например, на Realme 10. Частота обновления экрана стандартная также 60 Гц, а высокая 90. То есть данный смартфон Realme 10 выше частоты в 90 Гц прыгнуть не сможет, так как на это влияют процессор и дисплей. После того, как мы выставили высокую частоту, зайдем в игру PUBG. Как видите, игра PUBG поддерживает 60 Гц. Выше эта частота сама не ставится. То же самое в других играх, например, зайдем в World of Tanks. Видите, частота сразу снижается до 60 Гц. А конечно, намного удобнее было бы играть с обновлением экрана в 120 Гц. Ну и то же самое, естественно, например, с Genshin Impact. Единственным стандартным способом самого смартфона, чтобы включить повышенную герцовку в играх, нужно включить режим GT. Естественно, это поддерживается в Realme серии GT. Зайдем в PUBG. Теперь запускаю режим GT. По стандарту сам смартфон максимально поднимает герцовку только до 90 Гц. Теперь можно выключить режим GT. И смотрите, я запускаю такую настройку. Обновление экрана повышается до 120 Гц. То же самое можно сделать и с другими играми. Частота World of Tanks 60 Гц. Запускаю эту настройку. Поднимается до 120. Кстати, если не трогать дисплей, то частота автоматически падает до 60, чтобы экономить вашу батарею. Как только начинаете делать движение по дисплею, она поднимается. И, к слову говоря, более дорогие модели Realme поддерживают такую частоту во многих приложениях. Например, на YouTube поддерживается частота 120 Гц, а также во многих других приложениях. А многие бюджетники Realme, OnePlus и Oppo не поддерживают повышенную частоту в приложениях. Например, на YouTube она 60 Гц, и выше ее просто так не поднять. То же самое в играх. 60 Гц. Теперь включаю ту же настройку на этом бюджетнике. Повышается максимальная частота, на которую способен смартфон. Теперь зайдем на YouTube. Только что здесь было 60 Гц, стало 90. При такой частоте намного лучше пролистывать, скроллить какие-то видео, либо комментарии. Да-да, друзья, я уже предвижу, как вы говорите мне через экран своего смартфона, либо монитора. Ты лучше покажи эту настройку, как ее сделать на наши смартфоны. Показываю. Зайдем в проводник. Папка APK. Именно сюда у себя я положил нужный файл. Это он. Устанавливаю его на смартфон. Нажимаю «Открыть». Здесь нажимаю «Продолжить».
Окей. Кстати, на более бюджетных смартфонах вас может попросить дать ему соответствующее разрешение. После открытия программы мы можем свернуть ее и выгрузить из фоновых процессов. Теперь полностью открываем шторку, чтобы у нас появилось 3 точки. Нажимаем на них «Изменить плитки». Вот здесь, где можно добавлять дополнительные плитки, листаем вправо, находим такую плитку Global Force 120 Гц. Нажимаем плюсик, она у нас добавляется в нашу шторку, удерживаем на ней и переносим наверх, куда нам удобно. Все, делаем шаг назад, она у нас сохраняется. Теперь спокойно заходим в любую игру либо приложение и запускаем нашу настройку. Все прекрасно работает. Друзья, данное приложение я оставлю в своем телеграм-канале. Там его вы сможете скачать. Ссылка будет в описании. И не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой телеграм. Так вы будете знать, когда у меня выходят интересные ролики. И к слову добавлю, чтобы снять действие этой программы, зайдите в настройки, экранная яркость, и просто переключитесь на другую частоту, например, на стандартную, а потом можете выбрать любую. При переключении частоты действие этой программы прекращается. Друзья, если у вас будут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Постараюсь помочь. Как всегда, желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока.